Всем привет! Всем привет! С вами Humid Peach и мой пушистенький друг. Сегодня я решила показать вам такое видео, где мы будем рисовать с вами вот эту дамочку. И для этого вам понадобятся очень простые материалы. Карандаш, ластик и бумага. Конечно, дополнительные материалы будут под видео. Вы сможете узнать, какими конкретно материалами я пользовалась, но на самом деле это абсолютно не важно. Главное, чтобы вам было комфортно. А если вы хотите более подробно изучить портрет, то у меня есть моя онлайн-книга по портрету. Так что если вы новичок, то она вам однозначно поможет. А это видео просто как дополнение, маленькое, но в будущем они будут намного подробнее. Первое и самое важное – это композиция. Сбоку я добавила схемы конкретно для этого референса. На них вы сможете увидеть, как я анализирую референс для того, чтобы передать пропорции и нарисовать портрет. В каждом портрете пропорции будут и могут отличаться от базовых, так как на это влияет много факторов, но тем не менее понимание базовых основ поможет вам в дальнейшем. В данном случае глаза находятся посередине между подбородком и линией роста волос. Чаще всего, когда я строю портрет, я беру за единицу измерения один глаз и с помощью него нахожу остальные точки, от которых буду отталкиваться. Вы также должны понимать, что данные отметки не будут суперточными, поэтому в процессе рисования я еще не раз буду возвращаться к ним, для того, чтобы уточнять, так как рисование портрета даже на глаз требует понимания, как части лица расположены относительно друг друга. Поэтому, если вам кажется, что портрет получается не очень похожим, то рекомендую перепроверить пропорции лица. Ведь лицо – это совокупность черт, где большую роль играет не только как хорошо нарисованы отдельные части лица, а как все объекты выглядят вместе. Поэтому важно учитывать индивидуальность образа, который мы рисуем. Обращайте внимание на то, как близко или далеко посажены глаза, насколько они большие или маленькие относительно всего лица. Нос широкий или узкий. Кончик вздернут или опущен, узкие или пухлые губы, какое направление бровей. Все эти моменты важны, и чем вы лучше понимаете их, тем лучше у вас получится передать характер. Чем глубже вы углубляетесь в анализ портрета, тем проще вам будет передать образ персонажа. Также очень полезным помощником вам будет в рисовании портрета негативное пространство или силуэты. Что такое негативное пространство? Это участки фона вокруг объекта или пространство внутри его формы. Негативным они названы, потому что обычно не воспринимаются нами, но если вы рисуете, то это будут для вас отличные помощники для того, чтобы понимать, где и как что находится. Также вы можете оценить силуэт. Если, вот, это по бокам, с краю нашей головы я отметила синими также черточками, как внешнюю линию, так и внутреннюю. Силуэт может оценивать форму по ее контуру. Например, когда я рисую человека в полный рост, то часто ориентируюсь именно на силуэт позы. Или еще силуэт, контуры внутри объектов. Это очень помогает рисовать не только портреты, а, как я и сказала, ту же фигуру, потому что вам будет проще анализировать, что нарисовано на объекте и как это вообще перенести на бумагу. Мне также будет важно услышать от вас обратную связь, поэтому пишите, нужно ли видео ускоренные или помедленнее, поподробнее объяснять какие-то моменты, делать больше схем для того, чтобы информация лучше усваивалась. И в целом пишите свои комментарии для того, чтобы следующие видео становились еще лучше. И надеюсь, вам понравится этот процесс. Досмотрите его до конца и рисуйте вместе со мной.